Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видеомастер-класс по вязанию сумочки из трикотажной пряжи. По размеру сумочка получилась высотой 18 сантиметров и длиной 33 сантиметра. Длина ремешка 60 сантиметров. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Материалы для вязания крючком сумки. Трикотажная пряжа вторичного переработанного производства, лицевая нарезка, 1 моток. Толщина нити примерно 1 сантиметр. В мотке 100-120 метров, вес мотка 400-500 грамм. Крючок номер 8 для основного вязания крючком, а также крючок номер 6 для вспомогательных работ. В описании под видео я оставлю ссылку на магазин Wildberries, где вы можете приобрести фурнитуру для сумочки. Застежка магнитная кнопка, диаметр 18 мм, 2 кольца 30 мм, и 2 кольца 25 мм. Также для украшения я использовала небольшой отрезок цепочки металлической 45 сантиметров. И также для украшения я использовала гофрированный бант примерно 150 сантиметров. Вначале пряжу разматываем с внешней стороны мотка, и если есть возможность, то можно пряжу слегка растянуть, чтобы она стала более ровная. Оставляем длинный кончик, завязываем узелок и затем набираем цепочку 31 воздушная петля. Далее вяжем крючком первый ряд. Отсчитываем первые 6 петель и отмечаем маркером. Также отмечаем последние 5 петель. Между ними остается 20 петель. Вяжем крючком первый ряд, пропускаем одну петлю, далее вяжем крючком 5 соединительных столбиков. Далее вяжем крючком 20 столбиков без накида. И в конце вяжем крючком 5 соединительных столбиков.
В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю. Итого у нас 30 петель. Во втором ряду точно так же в начале отмечаем 5 петель. И в конце ряда тоже отмечаем 5 петель. Между ними остается 20 петель. Вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок за дальнюю полупетлю и вяжем крючком 5 соединительных столбиков. Далее вяжем крючком 20 столбиков без накида. В конце ряда вяжем крючком 5 соединительных столбиков. Итого 30 петель. Далее все последующие ряды вяжутся крючком точно так же, как второй ряд 5, 25. При этом всегда вводим крючок только за дальнюю полупетельку и вяжем всего так 24 ряда. Мы закончили, связали 24 ряда по 30 петель в каждом ряду. Обратите внимание, здесь у нас начало вязания и с противоположной стороны нитка конец вязания. Если посчитать попарно по 2 ряда, то у нас должно получиться таких 11 парных рядов. И по одиночному ряду в начале и в конце. Итого 24 ряда. Отрезаем рабочую нить и оставляем длинный кончик 20 сантиметров. Закрываем последнюю петлю, нитку не прячем, просто отпускаем. Далее берем крючок 6 миллиметров и продолжаем вязать им. Нам нужно обвязать крючком боковину сумки. Мы пропускаем внизу 2 петли. Затем берем новую рабочую нить, оставляем длинный кончик примерно 20 сантиметров и просто отпускаем его. Делаем одну воздушную петлю, затем вводим крючок опять в это же отверстие и начиная с него вяжем крючком 15 столбиков без накида. При этом обратите внимание, что крючок мы вводим в основание петель последнего ряда, то есть мы перекрываем последний ряд и у нас получается толстый рубчик по краю сумки.
Мы закончили и в конце опять отрезаем нитку, оставляем 20 сантиметров и кончик нити не прячем, просто отпускаем. С противоположной стороны сумки мы начинаем сверху вниз. Точно так же вяжем крючком новой нитью 15 столбиков без накида. В конце ниточку отрезаем и отпускаем кончик нити. Теперь давайте свяжем крючком ремешок для сумки. Оставляем длинный кончик 20 сантиметров и крючком 8 миллиметров набираем цепочку 36 воздушных петель. Пропускаем одну петлю, вводим крючок за заднюю полупетельку следующей петли и вяжем крючком 35 столбиков без накида. В конце делаем одну воздушную петлю. В следующем ряду вводим крючок в основание первой петли и поверх предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Далее, обратите внимание, мы вводим крючок просто под ремешок сумки и вяжем столбики без накида.
Можно связать крючком точно так же, как у нас было всего 35 петель, либо если вы хотите, чтобы ручка была более плотная, то вяжите крючком большее количество петель. Последнюю петлю точно так же, как и первую, мы вяжем в основание последнего столбика без накида из предыдущего ряда. Оставляем длинный кончик 20 сантиметров и отрезаем нить. Измеряем длину ремешка, получается примерно 50 сантиметров. Сумочка по размеру получилась длиной 33 сантиметра и высотой 18 сантиметров. Далее пришиваем магнитную кнопку наверху в середине сумки. Для этого я использую прозрачную мононить. Пришиваю вручную. Для декора сумки использую металлическую цепочку. У меня отрезок 42 сантиметра. Вначале разжимаю последнее звено и затем продеваю это звено в крайнюю верхнюю петлю на сумке. И затем зажимаю плоскогубцами. Расправляю цепочку, чтобы она не была перекрученная. И точно так же прикрепляю последнее звено цепочки. Теперь беру колечки, большие кольца прикрепляю к сумке
И кольца поменьше прикрепляю к ручке и затем соединяю их вместе. И завершающий этап. Беру 45 сантиметров бантика и всего сделаю 2 бантика на сумку. Отрезаю отрезок 45 сантиметров и завязываю бантик на петельке сумки в любом месте. Также беру длинный отрезок бантика примерно 1 метр и завязываю на ручку сумки.
Итак, моя сумочка из трикотажной пряжи полностью готова. И вот такая небольшая плечевая сумочка у меня получилась. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz. Также подписывайтесь на мой YouTube канал и смотрите другие мои видео. Я желаю вам приятного вязания крючком и до новых встреч!